Все как в Питере должно быть. Я снимаю сейчас в режиме VPS, ездить на нем нельзя. Ветер, снег и вода. Друзья, привет. У нас через час зайдет солнце, и мы идем не в лес, друзья. Мы идем в город снимать город. Кто меня не знает, меня зовут Файоныч. Ночной пейзаж. Все в одном. Мы находимся на Московском проспекте. Пока еще не темно. Но через полчаса будет совсем темно. Да, друзья, кто не в теме, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить много интересного, особенно по пейзажной фотографии, по зимней, которая только началась, у меня несколько выпусков уже готово. Очень часто бывает, что вы видите обычное здание, ничего не предвещает такого интересного, но стоит вам заглянуть. И вы можете обнаружить вот такое вот чудо внутри, абсолютно. Ну вот, друзья, часть новогоднего украшения уже есть. На обводном проспекте мы находимся с вами. И можно поснимать какой-нибудь стрит здесь интересный. Пользуйтесь светом, который есть искусственный, разной температуры, но используйте то, что у вас есть возможности. Также используйте отражение в воде. Ну и, конечно, фигуры, если вы пользуетесь городским пейзажем с элементами человека, фигуры, используйте это. Друзья, мы с вами на обводном канале. Я снимаю сейчас в режиме VPS. Кто не знает, что такое, это низкое разрешение, когда ячейки в фавионе объединяются по 4 в блок, собирают 4 раза больше света. Это сейчас в новых айфонах сделано, в Sony сейчас прогнозируют такие же камеры. Ну и в общем, вы понимаете, да, почему наклонные лучи? Ну потому что у меня треснула камера передняя, стекло именно самой камеры, дисплей я уже менял. У нас всю ночь будет снег идти, но это не повод, что мы только стритом будем заниматься. Разумеется, мы отправимся и в пейзажные фотографии, обязательно. В некоторых местах, видите, ступеньки замело, поэтому можно уехать. Обводный еще, видите, не замерз. Вода здесь свободна, поэтому переходить его очень опасно. Сегодня ветер, снег. Все как в Питере должно быть. Ветер, снег и вода. Можно попробовать треугольник вот этот сделать, интересно. Смотрите. Но это на айфоне так выглядит. У меня-то по-другому будет. Все вы, конечно, знаете, друзья, что вот эта температура фонарей раньше это аргоновые, так называемые, не криптоновые, а аргоновые. Они такой желтый цвет давали. Но сейчас это все светодиодное, поэтому это уже не то, совсем не то. Но тем не менее, свет интересный. Я тут нашел сюжет интересный. Смотрите, так убрали снег квадратом. Можно попробовать сделать какой-то такой геометрический минимализм. Как вы считаете? Мы с вами находимся около газхолдера, газголдер так называемый. Вот эти фонари раньше, старинные, здесь весь город питался от газа. И газовое хранилище, газхолдер, это вот эти штуки. Батарейка садится. Можно сказать, что... что сказать? Это сейчас самый крупный планетарий, огромный, там сделали. Народ, видите, на двухколесных ездит, не боится. Мы с вами, друзья, прошли несколько мостиков вот таких. Там был Масляный, потом еще какой-то. Теперь это Можайский мост. Я не знаю, видно или нет. Они пешеходные. Здесь автомобиль, ну, теоретически может поместиться, но ездить на нем нельзя. Друзья, обратите внимание, вдалеке, вот видите, я сейчас наведу в центре, это башня высокая вокзала. И она сейчас, видите, сверху подсвечена. Из-за того, что там идет сильный снег, такое впечатление, что корабль какой-то садится. И можно попробовать с этой точки снять вот эту башню отдельно, без проводов. И потом это все откропить и сделать как летающий какой-то... Ну, важно найти здесь ракурс какой-то. Друзья, вы все равно не поверите, но это случилось. Вы оцените это. Это чудо современной инженерии строительной. Вы должны оценить, друзья. Это асфальт, только что положенный, друзья. Я иду сейчас по асфальту, который положили. Было у нас 17 градусов.
Ну, в общем, друзья, мой небольшой поход. Если вам понравился, вы знаете, что делать. Увидимся. Пока.